Приветствую вас на канале Техноискусство. Это видео о сборке двухпроцессорной рабочей станции с минимальными затратами. Антикризисная сборка в общем. Я расскажу вам о том, сколько стоили все комплектующие, где покупались и доставались, о всех сложностях и проблемах, которые возникли и как я их решал. Видео будет очень длинным, поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Корпус для рабочей станции нужен был такой, в который войдет большая двухпроцессорная материнская плата формата eATX. И так как сборка максимально дешевая, я собирался купить гибкую Matrix 55, но мне больше нравился Matrix 70, у которого продуваемость лучше, но и цена была почти в 2 раза выше. Но в один из дней я увидел контекстную рекламу с ценой Matrix 70 всего 4500 рублей, и вопрос с выбором корпуса решился. На YouTube много обзоров данного корпуса, мне понравился ролик ремонтяша, ссылка на его обзор будет под видео, советую подписаться, очень годный контент. Родной вентилятор от корпуса, он вроде есть, но толку от него нет, поэтому сразу был снят. И так как сборка у нас максимально бюджетная, вентилятор для корпуса я покупать не стал. У знакомого майнера были куча сгоревших блоков питания, с которых я снял 120 вертушки 2 пин. Вертушки были обслужены и смазаны. Для удобства сборки они были собраны в группы по 3 на стяжки и спаяны. То есть из 3 вентиляторов выходил один провод. Закрепив их на корпусе и подключив 12 вольт питания, получился отличный продув корпуса. Обороты были слишком высокие и шум тоже. Используя стандартный разъем Molex, можно менять пины и получить таким образом 5, 7 или 12 вольт. Таким образом менять скорость вращения вентиляторов. Я сделал 2 разъема, один на 12 вольт и на 5 вольт. То есть минимальный и максимальный режим производительности. На 5 вольтах их почти не слышно. Во многих обзорах бюджетных корпусов с нижним расположением блока питания были жалобы на то, что корзина для дисков мешает установке больших блоков питания и приходится ее снимать. В 70-м Matrix корзину по диске 3.5 можно передвинуть вперед. Есть посадочные места, то есть корзина сдвигается на 3,4 см. Поместится даже самый большой блок питания. Если удалить корзину для дисков, на дно корпуса можно установить дополнительно еще 2 120 мм вентилятора. Все дно корпуса закрыто большой сеткой. Мелкую пыль эти сетки, конечно, не задержат, но крупные частицы остановят. В днище корпуса есть ряд отверстий, я решил их закрыть, открутив 3 шурупа и проклеив черной изолентой. Изолента со временем не отклеится, она прижимается пластиковой планкой с ножками. Материнская плата Honanji X99T8D покупалась на AliExpress в магазине производителя. Стоимость на момент покупки была 12 651 рубль. Использовав купон на 1200 рублей на покупку свыше 12 тысяч, она в итоге обошлась в 11 451 рубль. Сейчас цена на нее вот такая. Доставили за примерно 10 дней в Москву, курьер привез домой. На коробке ничего кроме названия платы нет. В комплекте идут 2 кольца для установки кулеров, 2 SATA кабеля для подключения накопителей, заглушка для корпуса, набор различных болтов, гарантийный талон и инструкция на китайском языке. Материнская плата в идеальном состоянии, качество пайки, все компоненты на высоком уровне. Ставить мы будем 2 процессора 2678V3. Процессоры покупались тоже на AliExpress. Стоимость 2 процессоров на момент покупки была 13 037 рублей. Использовав купон на 1200 рублей на покупку свыше 12 тысяч, они обошлись 12 149 рублей. Сейчас цена на них вот такая. На плате есть кнопки Power и Reset. Карта посткодов, 3 полноценных разъема PCI X16, разъем M2 SATA, M2 NVMe, 8 слотов для оперативной памяти DDR3, 10 выходов SATA для подключения накопителей, 2 разъема 4 пин для процессорных кулеров и 4 разъема 3 пин для корпусных вентиляторов. Питание платы 24 пин и внимание, 2 разъема 4+4 CPU. Питание процессоров. Будьте внимательны при выборе блоков питания. Не все они имеют 2 разъема 4+4 пин
Из выходов на задней стороне есть 4 USB 3.0, 4 USB 2.0, 2 гигабитных Ethernet порта и неплохой звук. Кулера для процессоров покупал там же на AliExpress, выбрал клиссер на 6 трубок, они подходят для множества разных сокетов. Вес 682 грамма, 3 вентилятора 95 мм, кулер очень тихий, его можно услышать только если вплотную к нему приблизиться. Подключение есть 3 пин и 4 пин. Площадка основания кулера идеально ровная, 6 тепловых трубок, без просветов, плотно прилегают к крышке процессора. Поверхность не гладкая и не зеркальная, четко видны полосы от фрезы. Я по ошибке взял 3 пин подключения, но это не критично. В комплекте с кулером идет термопаста, набор разных болтов, бэкплейт и рамка для кулера. Бэкплейт регулируется под нужный сокет, но для 2011 V3 он не нужен. Я решил установить переходные кольца на материнскую плату, так чтобы воздух в них попадал из передней панели и выдувался на вентилятор, установленный на задней стенке. Оперативная память была выбрана Hynix, 8 модулей по 8 ГБ, частотой 1866 МГц. Была куплена на Авито. Так как, во-первых, на AliExpress продавцы иногда обманывают и присылают модули с частотой 1333 МГц, перешитые в 1866. А во-вторых, на Авито просто было дешевле. По 1200 рублей за планку на 8 гигов. Плюс была небольшая гарантия и не нужно было ждать доставки около месяца. Фирма, в которой я брал память, занимается только памятью, и все плашки тестируются ими перед продажей. Плюс память вендорная от серверов Cisco. Это значит, что перед установкой в сервера она была проверена в Cisco, и она будет отлично работать на частоте 1866 МГц. Башни установлены без термопасты. Это примерка. Видим проблему. Защелки от кулеров перекрывают ближний к процессору слот памяти. Так не пойдет. Переворачиваем кольца крепления кулеров. Наносим термопасту Arctic MX4. Размазываем лопаткой, идущей в комплекте с термопастой. Слот должен быть не тонкий, без фанатизма. Устанавливаем кулера так, чтобы защелки смотрели в разные стороны. Чтобы установить второй кулер, пришлось снять вентиляторы. Устанавливаем вентиляторы на место, центральный закручиваем на 4 винта, а другие 2 крепим на скобы. Если потребуется снять планки памяти, можно просто отстегнуть кулер на скобах и получить доступ к памяти. Материнская плата проверена, в системе отображаются все устройства, теперь все отлично, можно устанавливать ее в корпус. Тут меня ждал самый неприятный сюрприз. Плата формата eATX. Но когда я ее примерил в корпусе, оказалось, что 4 отверстия для крепления материнской платы расположены в других местах. Наверное, потому что плата серверного сегмента. В итоге пришлось размечать и сверлить крепления в нужных местах. У меня есть бормашина, которую используют ювелиры, с кучей различных боров. И некоторые отверстия расположены близко к боковым стенкам. Туда дрелью подлезть было бы очень сложно. Сначала просверлил тонким сверлом, потом расширил шаровым бором до нужного размера и через силу вкрутил стойки для крепления материнской платы. У меня этих стоек много, с обратной стороны накрутил их еще как гайку, чтобы не прокручивались стойки. Теперь плата прикручена на все болты. Блок питания у нас будет Cooler Master V1000 на 1 кВт. Его я тоже взял у знакомого майнера с обгревшими проводами и разъемом на блоке питания. На AliExpress я заказал обгревшие разъемы и заменил их, пропаяв места контактов. Теперь блок питания в идеальном состоянии, даже лучше, чем был. Прикручиваем блок питания к корпусу. SSD диск на 64 гигабайта у меня также был. Устанавливаем его на заднюю сторону. Жесткий диск на 1 терабайт Western Digital Black у меня тоже был от старого компьютера. Устанавливаем его в салазки. В местах крепления есть резиновые подушечки для гашения вибрации. Для того, чтобы организовать провода, накручиваем провод SATA на отвертку. Получается спираль.
и подключаем. Кабель SATA для SSD диска не накручиваем, он находится дальше от выходов на материнской плате. Подключаем питание к накопителям. А вот наши корпусные вентиляторы с двумя фишками. Одна на 5 вольт, вторая на 12. Подключаем на 5 вольт к разъему Molex. Укладываем ровно все провода и закрепляем их стяжками. Откручиваем две заглушки на корпусе и устанавливаем видеокарту. Это старая Radeon 4780 на 1 ГБ видеопамяти. Также осталось от старого компьютера. На нее нагрузки не будет, поэтому она нам подойдет. Подключаем питание видеокарты. Подключаем USB 3.0, 2.0 на верхнюю панель, аудиовыходы и кнопки включения. Вот так выглядит собранный системный блок нашей рабочей станции. Это не окончательный вариант. Я решил сделать регулятор оборотов для вентиляторов корпуса. Это будет в следующем видео. И со временем установить M2 накопитель и большего объема HDD. Ну и видеокарту помощнее. Сейчас как раз вышло новое поколение карт Nvidia, да и Radeon должен представить новинки. Эта рабочая станция будет работать на Linux. И такая вычислительная мощность нужна для обработки больших данных в RAM-диск. Общую стоимость всех купленных комплектующих вы видите на экране. Не забывайте, что по купонам суммарно скидка составила 2700 рублей, плюс на кэшбэке еще вернулась на карту около 600 рублей. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной сборки, ваши идеи. Может, что-то вы бы сделали иначе, ну и пожелания, какие тесты в каких программах вам интересны. Те предложения, которые наберут большее количество лайков, постараюсь сделать и выложить в следующих видео. Игровые тесты будут не совсем корректны, так как сегодня нет игр, которые могут задействовать такое количество ядер и потоков. Ну и видеокарты у меня нет подходящей пока. Есть несколько идей для новых видео. Это система очистки системного блока от пыли без вскрытия корпуса, тесты улучшения температурных показателей различных устройств. Можете предлагать свои идеи, буду только рад этому. Поддержите канал подпиской, оцените это видео лайком или дизлайком и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.